Привет, друзья! Добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас будет еще один урок русской культуры. Мне хотелось бы рассказать вам про замечательную русскую художницу Зинаиду Серебрякову. Если это видео вам понравится и будет полезным, пожалуйста, дайте мне знать своими лайками и комментариями. Зинаида Серебрякова родилась в конце XIX века, в 1884 году, а умерла в середине XX века, в 1967 году. То есть она жила и работала относительно недавно. Но если бы мы с вами сейчас отправились в прошлое и оказались бы в Советском Союзе в 50-е или 60-е годы и спросили бы у кого-нибудь, знают ли они Серебрякову, скорее всего, они бы сказали, что нет. Дело в том, что половину своей жизни, больше 40 лет, Зинаида Серебрякова прожила в эмиграции за границей. Она уехала из Советского Союза во Францию в 1924 году и на родину вернуться больше не смогла. И поэтому в СССР она была не то чтобы забыта, но о ней говорили и писали очень-очень мало. Если мы посмотрим на ее жизнь со стороны, то мы увидим, что она довольно четко делится на 3 основных периода. Первый, самый счастливый, был до революции 1917 года. В эти годы у Серебряковой было все, что ей было нужно. Это любовь, дети, творчество, семья. После революции в ее жизни наступил очень тяжелый период, потому что она потеряла своего мужа, фактически осталась без средств к существованию, у нее не было времени рисовать, творить. И этот уже без того сложный период в ее жизни сменился еще более сложным этапом эмиграции, потому что она оказалась оторвана от своей родины, от своей семьи. Так что давайте вернемся назад и посмотрим, какие события и решения привели ее туда, где она оказалась. И посмотрим, конечно же, на ее самые важные картины. Зинаида Серебрякова родилась в одной из самых известных в России семей, связанных с искусством. Их фамилия была Бенуа-Лансере. В каждой семье, конечно, есть талантливые люди, но очень редко встречается такое, когда каждое поколение семьи рождает мастеров. Вот семья Бенуа-Лансере была именно такой. Ее дед был знаменитым архитектором, папа был известным скульптором, дядя и мама были одаренными художниками. В их семье даже говорили, что у них дети рождаются с карандашом в руке. То есть для Зинаиды рисовать было так же естественно, как дышать. Зинаида родилась в имении, которое принадлежало ее семье, которое называлось Нескучное. Но, к сожалению, ее отец умер, когда ей было всего лишь 2 года, и поэтому ее матери, у которой было 6 детей, пришлось вернуться обратно в Петербург в семью своего отца. И вот маленькая Зина переехала в Петербург в большую квартиру своего деда. И в этой квартире началось ее приобщение к искусству, потому что у ее дедушки была большая коллекция картин, прекрасных книг, в его доме всегда были творческие люди, многие родственники жили и работали в этой же квартире, в ней было несколько этажей. Она жила в окружении искусства, и это не могло на нее не повлиять. В отличие от других членов своей семьи, Зина росла не очень веселой девочкой. Она была скорее серьезной, сосредоточенной на чем-то внутри себя. Ей был свойственен такой пессимистичный, скорее, взгляд на жизнь, неуверенность в себе, в своем мастерстве, чрезмерная застенчивость. И чем старше она становилась, тем сильнее обострялись эти качества. И мне кажется, что они сыграли немалую роль в том, как жизнь ее сложилась. Когда Зине было около 14 лет, умер ее дедушка. И ее мама с детьми вновь начали ездить в Нескучное, в имение, которое им принадлежало. Если мы с вами найдем это место на карте, то мы увидим, что оно находится на территории нынешней Украины, в
Харьковской области. И это место отличалось очень типичной для Северной Украины живописностью. Украина, в принципе, очень красивая живописная страна, и поэтому и здесь Зинаида видела бескрайние просторы, зеленеющие и желтеющие луга, небольшие холмики, ветряные мельницы, белые домики. И все это произвело на нее очень глубокое впечатление и очень сильно повлияло на нее как на художницу. Мне кажется, что название этого места не скучное, очень говорящее. Потому что очень может быть, что это было единственное место на Земле, где Серебряковой действительно никогда не было скучно. Она любила нескучное всей душой. И именно здесь она впервые познакомилась с трудом крестьян. И это очень повлияло на нее, как на художницу. Когда она впервые приехала в Нескучное, она увидела эту красоту, этот простор, людей, которые работали в полях, и все это ее очень впечатлило. Она преодолела свою застенчивость и познакомилась с крестьянами, с крестьянками. Она очень много времени проводила с ними, даже помогала им иногда собирать урожай в поле, и, конечно же, она их очень много рисовала. Любовь к деревенской России, к ее людям, к быту была всегда одной из самых важных тем ее творчества. Когда Зинаиде было 20 лет, она встретила свою большую любовь. Она вышла замуж за человека, которого звали Борис Серебряков. Он приходился ей двоюродным братом, то есть они были родственниками. И молодые люди очень боялись, что их семьи будут против их отношений, потому что родство довольно близкое. И они долго скрывали от всех свои чувства. Но, как это всегда бывает, все вокруг все понимали, и никто не препятствовал тому, чтобы они поженились. С трудом, но им все-таки удалось найти священника, который согласился их обвенчать. Они заплатили довольно большую по тем временам сумму, потому что церковь не приветствовала такие близкородственные браки, но в итоге они все-таки поженились. Это был очень счастливый брак, у них родилось 4 прекрасных детей, которых Серебрякова также очень часто изображала на своих картинах. Серебрякова рисовала очень много пейзажей, но в историю искусства она вошла прежде всего как прекрасный портретист. Она известна за свои портреты и за свои, в частности, автопортреты. И вот давайте мы посмотрим на одну из самых главных картин ее творчества. Это автопортрет «За туалетом». Эту картину она написала в 1909 году. В одном из своих писем она рассказывала, что в тот год решила не уезжать в Петербург, а осталась нескучным. Ее муж был в отъезде по работе. Зима в тот год наступила ранняя и очень снежная. И двор, и поля вокруг занесло снегом. И моделей из крестьян получить уже было невозможно. Поэтому она начала ради развлечения рисовать саму себя в зеркале. Она рисовала себя, свою комнату и разные мелкие детали, вещи, которые стояли у нее на туалетном столике. И именно эта работа, которую она позднее, по совету своего брата, отправила на выставку Союза русских художников, сделала ее знаменитой. Эту и 2 другие работы Серебряковой прямо с выставки приобрела Третьяковская галерея, один из самых значимых музеев России. То есть это был огромный успех. Давайте еще раз внимательно посмотрим на эту картину и разберемся, что мы здесь видим. Сюжет очень простой. Это девушка, которая утром приводит себя в порядок. В данный момент она смотрит в зеркало и расчесывает свои длинные густые волосы. Мы видим, что это отражение в зеркале. Если вы посмотрите на край картины, вы увидите там раму. Да, это рамка зеркала. И если вы посмотрите внимательно на подсвечник, вы увидите, что он изображен здесь дважды. Один подсвечник настоящий, а другой – это его отражение. И все мелкие детали, булавки, заколки, бусы, духи, которые мы видим внизу картины на туалетном столике, это тоже отражение их в зеркале. И сама обстановка комнаты тоже очень простая. Это белые стены, белая дверь, и на заднем плане у нас умывальник. Но вот именно за эту простоту и за эту свежесть и юность эту картину и любят. И, как я уже говорила, в творчестве этой художницы это, наверное, самое главное произведение.
Серебрякова нарисовала еще несколько прекрасных автопортретов. Предлагаю вам на них посмотреть. Также она была большим мастером детского портрета. Взгляните, пожалуйста, на эту картину. Она называется «За завтраком». На ней она нарисовала своих собственных детей. У нее их было 4. На этой картине мы видим 3, потому что самая младшая девочка была еще слишком маленькая, чтобы сидеть за столом. Дети на картинах Серебряковой не куклы, они личности, да? Каждая уникальная личность со своим характером, со своими мыслями. Посмотрите, пожалуйста, внимательно, и я думаю, что вы поймете, о чем я говорю. Счастливый период жизни Серебряковой закончился с наступлением Октябрьской революции. В это трудно поверить, но вообще-то ее семья была за революцию. Они считали, что она может принести что-то хорошее людям и стране. Но после 1917 года они осознали, что эти их мысли были скорее иллюзиями. Им пришлось уехать из Нескучного, потому что в этом районе было неспокойно. И менее богатых людей грабили и жгли. Нескучное, к сожалению, постигла та же участь. Очень скоро его разграбили и сожгли. И в этом пожаре погибло очень большое количество рисунков и картин Серебряковой, которые она не увезла с собой. В итоге семье пришлось перебраться в Харьков. Там в 19 году от брюшного тифа умер муж Зинаиды, Борис Серебряков. Для нее это был огромный удар и огромное горе. Они искренне любили друг друга. Ей было всего лишь 35 лет, но до конца своей жизни она больше замуж так и не вышла. Она всю жизнь любила только Бориса и хранила ему верность и хранила память о нем. Серебрякова осталась одна с 4 детьми и с пожилой мамой. Ей нужно было как-то зарабатывать деньги и кормить семью. И поэтому она устроилась работать в местный археологический музей, где делала эскизы экспонатов. Положение ее семьи было по-настоящему бедственное. Они жили в маленькой квартирке, она не отапливалась, у нее катастрофически не хватало денег даже на еду. Но, несмотря на такую тяжелейшую ситуацию и на горе, которое она испытывала после смерти мужа, она все равно находила в себе силы творить, и творчество ее наверняка спасало. Одной из самых известных картин этого периода является картина «Дети за карточным домиком». Здесь Серебрякова изобразила своих 4 детей, и они строят домик из карт. И хотя эта картина реалистическая, она вряд ли вкладывала туда какой-то другой смысл, она стала такой своеобразной аллегорией. Этот карточный домик, такой хрупкий, такой нестабильный, был, наверное, очень похож на ее жизнь, которая в любой момент могла рухнуть. Что в какой-то степени с ней и произошло. В 1921 году семье наконец-то удалось вернуться обратно в Петербург. В итоге они поселились в своем старом доме, в квартире деда Серебряковой. Но постепенно к ним подселяли новых и новых жильцов, что было очень типично для того времени, то есть квартиру уплотняли. Жили они по-прежнему безумно бедно. Серебрякова пыталась зарабатывать рисованием портретов, но денег катастрофически не хватало. Ситуация становилась все хуже и хуже. Серебрякова была в отчаянии. В одном из писем того времени она пишет своему дяде: «Если бы вы знали, дорогой дядя Шура, как я мечтаю и хочу уехать, чтобы как-нибудь изменить эту жизнь, где каждый день только острая забота о еде, всегда недостаточный и плохой, и где мой заработок такой ничтожный, что не хватает на самое необходимое. Заказы на портреты страшно редки и оплачиваются грошами, которые мы проедаем раньше, чем портрет готов». Чтобы хоть как-то поддержать свою семью, Серебрякова решила поехать на время за границу, во Францию. Там она надеялась получить заказы на портреты, организовать свою выставку и продать какие-то работы. Но эта поездка, которая изначально задумывалась как временная,
превратилась в поездку на всю жизнь. Из Франции Серебрякова так и не вернулась. Она приехала в Париж 4 сентября 1924 года. И эту дату можно считать датой начала нового периода жизни Серебряковой. Периода трудного и не очень счастливого. Она была оторвана от родины и от своей семьи. Она была совершенно одна. В итоге ей удалось вызвать к себе своего младшего сына и свою младшую дочь. И они так и прожили все вместе в Париже все это время. А младшие дети Серебряковой не обзавелись своими семьями, они фактически посвятили свою жизнь матери, ее творчеству. Они тоже были художниками, тоже создавали какие-то свои работы, картины и этим зарабатывали на жизнь. Но ни Серебрякова, ни ее дети известными художниками во Франции так, к сожалению, и не стали. А разлука со старшими детьми продлилась более 36 лет. И свою старшую дочку и старшего сына Серебрякова увидела только через много-много десятилетий. Все это время они общались письмами, но когда была война, переписываться было очень трудно, так что в их общении были большие промежутки. И только через 36 лет, в 1960 году, ее старшей дочери удалось прилететь к матери в Париж. После этого она навещала ее еще дважды. Также к ней прилетал ее старший сын. Много лет Серебряковы в Париже были по сути никому не нужны. Но началась хрущевская оттепель, и о них тоже начали вспоминать. В 1965 году старшей дочери Серебряковой Татьяне удалось организовать выставку матери в Советском Союзе. Успех был ошеломительный. На выставку было не попасть, была огромная очередь. Серебрякова стала не просто модной, а невероятно модной. Ее стиль стали копировать молодые художницы. Не только стиль рисования, но и стиль причесок и одежды. Ее картины стали покупать коллекционеры. Репродукции ее картин стали появляться в обычных квартирах. О ней вновь стали писать статьи и делать исследования. Все это невероятно радовало Зинаиду Серебрякову, хотя она по-прежнему так и не была уверена в своем мастерстве. Ее приглашали приехать в Советский Союз, может быть, даже вернуться. Но она так и не решилась этого сделать, потому что ей было уже за 80 лет, и она писала, что просто не может решиться на эту поездку. В итоге она умерла в сентябре 1967 года и была похоронена на русском кладбище под Парижем. В Советском Союзе она больше так и не побывала. К сожалению, как это очень часто бывает в истории искусства, истинный талант признают слишком поздно, зачастую после смерти мастера. Примерно то же самое случилось и с Серебряковой. Они вспомнили, наверное, слишком поздно. Но, по крайней мере, у нас теперь есть ее работы, которыми можем любоваться и которые доставляют истинное удовольствие и радость. Вот так, друзья. Конечно же, творчество этой художницы намного глубже, намного шире, чем то, о чем мне удалось вам сегодня рассказать. Но я надеюсь, что мой рассказ хотя бы приоткрыл вам дверь в творчество этой прекрасной художницы. И, может быть, вам захочется узнать о ней больше, и, может быть, когда-нибудь вы окажетесь в одном из музеев, увидите ее картины и вспомните мой рассказ. Если это видео вам понравилось и было интересным, пожалуйста, дайте мне знать своими лайками и комментариями. Для меня это будет очень важно и ценно. Ну а на сегодня это все. Увидимся в следующем видео. Спасибо. Пока.